Вітаю, дороженьки, с вами Ян Каалка, и у нас на обзоре чешское пиво и российское пиво. Это Козел темный, Козел Дарк и Козел черный. Один произведен в России по лицензии, второй произведен в Чехии. Пил ли это пиво? Да, более того, я могу сказать, что за свою жизнь больше всего я выпил именно, больше, конечно, чешского варианта. Ну, то есть это... Если посчитать в литражах, то больше всего я выпил чешского козла за все время, потому что был один год, когда я пил только чешского козла, то есть везде я пил только черного чешского козла. Но с тех времен изменилось многое, и в чешском варианте, и в российском варианте. Стартовала лицензия в России, по-моему, из Калуги. В Калуге начинали варить, тогда была плотность там 9 с чем-то, алкоголя было всего лишь 3,2. У чеха алкоголя было 3,8 всегда, насколько я помню, но была плотность десятка. Сейчас уже плотность изменилась и стала меньше десятки. Так, что мы имеем? Российский оригинальный вариант. Российский вариант – пивной напиток. Так как в составе сахар, поэтому здесь пишется пивной напиток. Велкопоповицкий козел темная, пастеризованная, объем 4,5, экстрактивность 9,6, алкоголь 3,7. Раньше, напомню, было 3,2. Раньше я это сравнивал неоднократно, и российский вариант серьезно уступал, особенно на первых порах, чешскому варианту. Сейчас не такая большая разница, протестируем. Изготовлено 18.07.24, буквально неделю-полторы назад, то есть абсолютный свежак. Сейчас уже варится не только в Калуге, и в Клину и так далее. То есть это у нас InBev Efes 0,45 нищая русская пинта, конечно же, к сожалению. Стоит, по-моему, 2,5 рубля. И чешский оригинал, пиво темное, пастеризованное, фильтрованное, Козел Дарк. В составе у нас вода питьевая, ячменный соус, морепродукты и сахар. Алкоголя 3,8, экстрактивность 9,33 вроде как. Ну, то есть почти на единицу за лет 5, за лет 10. Плотность чешского козла уменьшилась, алкоголь остался прежним. То есть степень выбраживаемости улучшилась. Дата розлива 12.04.2024, 3 месяца плюс-минус, это нормально, тоже довольно свежая. Здесь 0,5 бутылка. Стоит банка, и стоит она порядка 5 рублей. То есть условно это x2 к российскому варианту. За одну чешскую можно купить 2 российских. Вот такой. Открываем российскую. Кстати, баночки тоже разные. Здесь матовая, здесь глянцевая. Естественно, матовая круче смотрится. Наливаем. Это у нас российский вариант. Чешский вариант. По цвету практически не отличаются. Это темный янтарный каштановый цвет с красным таким рубиновым оттенком. Карбонизация. У российского варианта большая карбонизация. Здесь средняя ближе к умеренной, здесь средняя ближе к высокой. Пенные шапки, как видим, чуть-чуть белые с бежевым оттенком. По плотности, кстати, в чешском варианте чуть-чуть белее пенная шапка, или это оттенок идет? Нет, чуть белее пенная шапка, но везде такой бежевый тон слоновой кости есть. Пенные шапки стойкие, ближе к мелкозернистым. Нос. Более насыщенный нос у чешского варианта. Давайте сначала про российский. Кофе, карамелька, ириска, капель, ну вот это кофейный тон преобладает. Неплохое кофе. Хмеля не слышно. Сладость кофейная. У чеха
Чех более сладкий такой, какой-то более карамельный. Именно не сладость, а именно карамельность. Такая подожженная жоночка. У чеха меньше кофе. Хочу сказать обратно же, это очень питкое пиво. Я уже сказал ранее, что я максимально, больше всего в жизни я выпил именно чешского козла. Не то, что потому что оно супер крутое, просто оно супер питкое. И здесь мало алкоголя, и там в любые походы, на любых пьянках его можно пить. Оно тебя держит на определенной стадии опьянения. И я просто не пьянел со своим бараньим весом. То есть я мог на протяжении дня в походе выпивать его очень много. Я не буду вас пугать цифрами, но выпивал я его очень много. Вот сейчас, кстати, стало более видно, более понятно, когда пенка чуть сошла, что у чеха более белая пенная шапка, а у российского варианта бежевая. Повторюсь, разница была раньше колоссальная. Сейчас в аромате колоссальной разницы нету. Да, здесь больше в кофе, здесь больше в ириску. Даже я бы сказал, что чех менее интенсивно пахнет. Пробуем на вкус. Сладенько, солодовенько, пустенько. Чуть-чуть обратно же жжёнки, кофе на послевкусии. Хмеля нет. Просто водичка, которую пьешь очень много. Ничего плохого тоже нет. Ни кислоты, ни посторонних, чисто сварено. Чисто пусто. Но от этого ничего и не ждешь. Обратно же, от этого пива не надо ждать и наслаждаться. Это просто закусочный вариант, то есть под мясо, под любую еду. Просто такой летняя. Нет, хмелек, кстати, есть. Чуть-чуть на послевкусие появился хмелек. Ну, естественно, очень пусто все. Обратно же без дефектов. Чех. А чех намного полнотелее кажется, хоть убейте. Хотя по факту, по экстрактивности, там разницы практически нет. Но он полнотелее. Более такой солодовый. Я бы не сказал, что здесь меньше 10 плотности. Здесь бы 11 даже сказал бы. Очень во рту ощущается плотно, насыщенно. По сравнению обратно же с вариантом российским. Обратно же небольшой хмелек, кофеек на послевкусии, никакой кислоты, ничего тоже, никаких посторонок, питка, вкусно. Это хорошо. Так, по факту, подводим итог. Есть ли разница в них? Есть. Если разница такая, которая была раньше, нет, абсолютно. Раньше это были несравнимые варианты пива. Сейчас это похожие, сравнимые. Чуть-чуть этот ближе в кофе, этот более пустой. Чех более ирисковый, более карамельный, более полнотелый. Я бы сказал и более сбалансированный. Но разницы в разы. И более, наверное, сладкий, кстати. Да. Российский больше в воду, а чех более сладкий. Да, чех более сладкий. Разницы в разы нету. Российскому варианту я поставлю баллов 6. Да, 6 баллов вполне заслуживает, он подтянулся. А темному козелу я поставлю чеху оригиналу 8. Может быть и 9, но сейчас цена такая, этот подтянулся, да, то есть, а этот чуть-чуть подопустился, как мне кажется, и поэтому разница небольшая, с учетом цены в 2 раза. Но я иногда покупаю вот этот, тем более чеха, вроде как его не будут завозить уже в Беларусь, плюс еще и найти его не везде возможно. А эфесовский вариант, он продается везде абсолютно. Да, здесь и солод, и чуть-чуть больше хмелька, на послевкусии обратно же и рисочка такая. Да, чех лучше. Чех на 8 баллов, бесспорно. Эфесовский тоже хороший вариант. За последнее время, за последних, лет 5, он все улучшался. Кстати, пришел код, и мне тут подписчик Серега передал буквально 20 минут назад упаковки с очень дорогим фермерским мясом. Вот это вот пиво, можно просто пить, а можно заедать. Не знаю, вставлю это я в видео или нет, но я открываю.
Индейка собственного приготовления. Очень дорогое удовольствие. Это вам не снеки из магазина. Как пахнет вкусно. Сейчас кот. Тут приправы много. Не знаю, будет ли кот есть. Так, что ты, не бойся. Кот ест. Тест. И убежал, прям унес, чтобы у него никто не украл. Парнаска. Огонь. Вот это вот пиво под еду. И под очень хорошее мясо. Конечно, такого хорошего мяса вы не купите. А неплохое такое пиво купите. Итоги я подвел. Буду доедать мясо. Залетайте в телеграм-канал. У нас там весело. Мы общаемся иногда даже в будние дни. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайкосы. По субботам, напоминаю, проходят стримы. Пейте хорошее пиво. Не пейте плохое. С вами был, как всегда, Ян Каалка. До новых обзоров. Пока.